Следующая ситуация, которая со мной произошла, было уже после Нового года. У меня был рейс опять на Урал. Только сейчас после выгрузки не Серов мне дали загрузку металлом, как было очень часто, а мне дали загрузку в городе Тюмень. Там я должен был загрузиться вертолетными лопастями. Выгрузка должна была быть в Магдебурге, в аэропорту, то есть в Германии. Я приезжаю на эту загрузку, загрузка на территории аэропорта, то есть и не то, что на аэропорта, а на самом аэродроме. Снег валит просто, как из пушки. Первый день не грузят из-за погоды, на второй день все, мы заезжаем туда на территорию, на сам аэродром, на взлетную полосу где-то там в районе ее. И там должны были мне погрузить эти 3 ящика, вроде бы, насколько я помню, этих лопастей. Значит, ну, ладно, загрузили. Я сфоткался с вертолетом, он там рядом что-то катался туда-сюда. Когда мне оформляли документы, мне сразу готовили там таможенные какие-то документы, у меня попросили дозвол. Я дал им этот дозвол. Хорошо, они там посмотрели, в общем, все, мне вернули, могу ехать. Ну, хорошо. Я сообщаю своим, что все готово, я могу выезжать. Они, да, все, выезжай. Значит, выезжаю я из Тюмени уже. И первый транспортный пункт меня останавливает. Начинают проверять документы на груз, дозвол, все дела. И он сразу говорит: у тебя-то дозвол, ты по нему не мог грузиться. Я точно не помню, как там их вот эти вот модификации этих дозволов. В общем, в чем суть? Что мне нельзя было грузиться на Европу этим дозволом, а я загрузился на Европу. В общем, это грубое нарушение, но я еще успел до новых введений с огромными штрафами, которые были введены в 2015 году, получается. Там за нарушение с дозволами там просто космические какие-то суммы налаживались и на водителя, и на компанию еще там в 10 раз больше. Я еще успел от этого отмазаться. Но в чем суть? Что проблема есть проблема, ее нужно решать, мне нужен новый дозвол. Я своим звоню, как оказывается, что дозвол ехал уже мне навстречу. И моя компания знала об этом. Но почему-то мне об этом никто не сказал. Ну и я сам там, еще на тот момент плохо разбирался в этих дозволах. В общем, не досмотрел я, что это не тот дозвол, который мне надо. Что происходит? Я стою на этом транспортном пункте, решалась моя судьба. И очень это интересно было, как она решалась. Дело после Нового года. Как я выяснил, что все то есть меня должны были поставить на штрафстоянку. Все штрафстоянки в России частные. Ни одной нету, чтобы она была там от МВД, там от ГАИ, там от транспортников. То есть тебя гонят на частную стоянку. И там они заряжают просто какие-то космические суммы. Ну, короче, это один из видов обычной коррупции российской. Вот и все. То есть за стоянку там за сутки выходило то ли 80 баксов, то ли что-то вот такое вот, то есть что-то неадекватное. Ждать мне нужно было несколько суток, суток трое там, наверное. И, в общем, мне выписывают штраф за этот дозвол. Он мне вот рассказал тогда про эти новые введения, сколько штрафы, какие должны быть вот уже скоро. Но я еще под них не попал, и мне выписали всего лишь 4000 России штрафа. И, значит, он говорит, я сейчас буду связываться со своими и решать, то есть, по поводу штрафстоянки. И надеюсь на то, что мы не заключили новый договор со штрафстоянкой, которая здесь у нас рядом. Хорошо, я сижу, жду, он сказал, какой канал включить. Я сижу, жду, меня зовут по рации. Все, я иду туда, он говорит, тебе повезло. То есть договор не заключен, поэтому мы тебя никуда не можем деть. Короче, езжай до ближайшей стоянки и жди дозвол, потому что дальше поедешь, будет штраф больше. Вот и судите сами, то есть либо хотели меня где-то в чем-то развести опять, или действительно это так было, уже хрен его знает. В общем, я еду дальше, доезжаю до какой-то стоянки, где был душ, туалет, еда, кафе, то есть. Вот, и жду уже свой дозвол. Подождал этот дозвол и поехал дальше. Вот. Такая была ситуация. Значит, следующее. Самое интересное
будет, наверное, во всем этом рассказе. Почему? Потому что это самый крутой рейс, который у меня был за всю мою карьеру, за все 8 лет. И начнем по порядку. Значит, дело уже было конец марта, начало апреля. Я еду в Европу, в Германию. Попадаю там на Пасху ихнюю, католическую, получается. Я приезжаю на фирму, она закрыта. Я нахожу себе местечко такое уютное возле леса, в тупике. То есть сдал туда-назад, стал, все, думаю, мне, короче, стоять надо было 3 дня. На следующий день кто-то стучит в кабину. Я смотрю, мужик какой-то. Думаю, что он хочет? В общем, начинает мне что-то там чесать, рассказывать. Я не понимаю, что он говорит. Вообще, он по-немецки рассказывает мне что-то там. Я тогда и английский вообще, в принципе, знал только как посчитать. И yes, no, и привет, пока. Он там, в общем, что-то рассказывает и дает мне такой пакет. А знаете, ну, первый раз, как бы, что-то ситуация, я думаю, может, что-то хочет мне впарить или что, я не понимаю дальше. Вот. Но потом он начинает такой в пакете мне показывать, что там, то есть я понимаю, что это, ну, мне подарок, и что это хозяин этой фирмы, куда я приехал. То есть он рассказывает, что тут выходные, туда-сюда, то есть жди там какого-то числа, все, там тебя выгрузим быстренько туда-сюда. В общем, что мне дали? Пиво, не помню сколько банок уже на самом деле. Сосиски какие-то в банке и какой-то вот такой их немецкий бальзам какой-то, наверное, или настойка. В общем, я не знаю, что это такое. Может, кто-то встречал раньше такой напиток. Мы его с корешем, конечно же, потом в будущем выпьем. Очень даже хорошо он нам зашел. Но не в этом все суть. В общем, выгрузился я в Германии, и мне приходит задание. Я читаю. Загрузка там-то, там-то, та-да-та, та-да-та. Выгрузка. Там не было ни даты, ничего. Улан-Батор. У меня начинается загрузка. Улан-Батор, что это, где это? То есть я понятия не имел, где это и что это вообще такое Улан-Батор. У меня был телефон, обычный, простой, кнопочный еще, но там был какой-то интернет. Я давай искать, и тут я когда загуглил, столица Монголии, меня чуть не разорвало от этого счастья. Но я думаю, ладно, еще рано радоваться. Может быть такое, что я сейчас загружусь, приеду в Минск и отдам этот прицеп. И кто-то повезет в Монголию груз этот. Я давай звонить диспетчеру, говорю, что там, Улан-Батор, Монголия. Я еду сам? Он такой, да. Я говорю, я еду по чистому? Да. Все, просто. Я на 10-м небе от счастья. Я забыл про то, что у меня сломался даже ноутбук. Да, у меня несколько дней до этого у меня сломался ноутбук, я остался без ноутбука. Думаю, ну и хер на этот ноутбук. Возьму у кореша, позвонил уже узнал, у него была DVD-шка старая, то есть портативная DVD, можно было смотреть диски, думаю, отлично, со скуки не помру. Все, я лечу на загрузку, значит. Там россиянин был, монгол был и какая-то женщина. Загрузка была, грубо говоря, руками. У меня прицеп был мега. Меня грузили от начала до конца, от пола до потолка. То есть просто тупо забивали. Там сборняк был жуткий, там было все. Чипсы, шерстяные свитера, мотоцикл, аккумуляторы, какие-то всякое еще дребедень. В общем, было 18, по-моему, разных позиций. То есть это был подарок потом в будущем уже для таможенников. Этих самых белорусских. Потому что первая таможня у меня была Польша-Беларусь. Я загрузился, я участвовал в загрузке, мне дали за это 10 евро и покормили меня пельменями домашними. В общем, отлично. Лечу я в Беларусь, прохожу границу. Суть до дела, там уже опустим эти нюансы. Все, как и обещалось, я выезжаю из Минска один и еду по чистому. То есть это было счастье. То есть раньше, в России все едут по бесу, там нет никакого режима труда и отдыха, тем более какие-то дальние рейсы либо едут экипажами, либо едут леваками. И в Монголию, как я слышал просто все истории, почему я так запереживал по чистому, не по чистому, все ехали по грязному, чтобы быстрее приехать, рубануть километраж и заработать больше денег. В общем, от Минска до Улан-Батора было 8000 километров. То есть, представьте, один рейс в одну сторону, 8000 километров. Это было круто. И я ехал по чистому. В общем, первый день еду, второй день еду, третий день еду.
Первая ситуация, которая у меня возникла проблемная, был город Курган. Где-то то ли перед ним, то ли за ним, я точно не помню. Так как я ехал по чистому, время у меня сбивалось, и вышло так, что у меня смена уже была одна первая ночная. И я заканчивал где-то в часов 12, наверное, дня. Где-то так, плюс-минус, я уже точно не помню. И мне нужно было вот до вечера, до 12 там, часов там, ночи или скольки там, чуть раньше, до 10 часов вечера, мне нужно было отстоять отстой мой сделать. 9-часовой минимальный. Я хотел 11-часовой вообще делать. Ну, потому что мне спешить некуда было, у меня сроков никаких не было. Просто мне нужно было ехать и ехать. Приезжаю на стоянку, никого нету, ни души. Нигде, никого, ни в ресторане, никого, людей нету. Все, площадка, ничего не написано, платное, не платное. Ну, я и стал себе так вот. Не то, что посередине, никак, а аккуратно так жопой сдал там к этому, к бордюру. Все, стою, никого не трогаю. Ну, в общем, поел, лег спать. Просыпаюсь от того, что кто-то ляпает в кабину. Я, приоткрываю окно, и какой-то лепрекон орет что-то там бешеным каким-то голосом. Чё ты тут встал, стоишь, тут что-то та-ра-та-та-та-та-та. Короче, это приперся этот охранник, который на этой стоянке рулит парадом. Я смотрю, вечер уже, получается, наступил, там часов 8 было вечера, наверное. Я смотрю, машин кругом просто уже, много, то есть понаезжало. А стоянка была вообще пустая, ни души не было. И он мне задвигает, что давай, убирай машину, ты тут неправильно стоишь, мне тут так не надо, мне тут надо что-то по-другому. То есть я спросонью, я думаю, что ты бредишь тут вообще? Смотрю на часы, мне остается еще 2 часа достоять. Я говорю, я никуда не поеду, не дури мне голову. Он там, да я от тебя, сейчас я позвоню, да тебе там пизда будет, туда-сюда. Я говорю, слышь, пошел нахуй, говорю, я никуда не собираюсь ехать. Он убегает, короче, куда-то. Прибегает обратно, звонит по телефону и дает мне, короче, трубку. А это была пятница. Вот я как сейчас помню, это была пятница. Пятница вечер. Значит, на той стороне мужик какой-то, он такой, так, там, привет, туда-сюда, что за проблема? Я говорю, ну вот так и так, я приехал на стоянку, во столько-то, никаких тут схем, ни людей, никого не было, у кого-то что-то спросить, мне нужно достоять отстой. А тот ему до этого, когда звонил, там жаловался, он там говорит, что вот, белорусские номера, тут оборзевший стоит такой, типа, он такой, типа, ты из Беларуси? Я говорю, да, типа, я из Беларуси, еду в Монголию, вот, нарушать мне нельзя, типа, мне нужно достоять 2 часа. Вот, я на фоне... Я у этого мужика слышу, просто там такой, знаете, как в российских фильмах, там про какие-нибудь 90-е, да и про теперешние, бандосы отдыхают, да, а на заднем фоне там бабы какие-то в бассейн там прыгают, вот что-то вот в этом роде происходило у него в телефоне на заднем фоне. То есть ему этот звонок нахрен был не впертый. Он меня выслушал, он говорит, дай трубку этому, типа, челу, короче, как ты там сказал. Я отдаю ему назад телефон. Я вижу, что этот аж начал заикаться, и все, он говорит, все, типа, сколько тебе, во сколько ты уедешь? Я говорю, я уеду в 10 вечера, типа. Он такой, все хорошо, все, тема была закрыта. Никакие бандиты меня не приехали убивать, в общем, человек взял трубку, выслушал меня и, скорее всего, сказал тому утырку, чтобы он больше ему сегодня не звонил, у него есть дела поважнее. Я так это представляю. Все, я достоял, конечно, уже спать я не ложился, похавал и выдвинулся в ночь уже дальше по Байкалке в сторону Новосибирска. Значит, где-то я там делал суточный, я уже не помню сейчас даже, где я его делал. Байкал, доехал я до Байкала, посмотрел на замерзший Байкал, расстроился, что он еще замерзший. А, кстати, время-то шло. Значит, время было что-то конец апреля какой-то уже был. Ну ладно, замерзший, но красиво все равно, природа классная просто. Все, следующий после Байкала уже был у меня Улан-Удэ, городок, транспортный пункт. Мне по традиции выписали там штраф за что-то, какое-то нарушение. Ну, чтобы вы понимали, каждый мой рейс в России мне каждый раз выписывали штраф. Да, то есть где-то что-то у меня все равно был какой-то косяк. Потому что я работал, машина у меня была 9-го года или 8-го года был Магнум, что я работал по шайбе, а не по чипу. Ну и вечно что-то накосячишь, короче, в каких-то ситуациях. Хоть и ехал вроде бы по чистому, старался, но где-то был косяк. В общем, мне выписали штраф, там 1000 рублей, по-моему, за что-то. Я его сразу в терминале оплатил карточкой и выдвинулся в сторону Кяхты на переход
с России на Монголию. И там очень интересно произошла у меня ситуация. Российскую сторону я прошел, ну, можно считать, сквозняком, без всяких там проблем. Никто никакие там деньги не трес, все там хорошо. И, значит, время было около 5 часов вечера, что-то в этом роде. И мне говорили, что вроде бы как машины оформляют на монгольской стороне там до 5 вечера, как-то так. А, кстати, да, время-то, часовой пояс-то был сдвинутый уже гораздо, то есть я не помню там разница, сколько у меня было, 4 или 5 часов уже с Беларуси. И, значит, я выезжаю из ворот российских, и тут монгольские ворота, настежь, как бы заезжайте. Я смотрю, вдалеке там стоят машины, как бы, типа, на терминале, да? Никого нету. Я проезжаю, ну и поехал туда к этим машинам. Там смотрю российские номера, водитель. Я говорю, что да как? Говорю, никого вообще нету, что тут происходит? Он такой, типа, забей завтра, все, сегодня уже не работаю, завтра пойдешь, там, со мной пойдешь, я покажу, там, все там расскажу. Подходит, говорит, слушай, в город не хочешь прогуляться? В Монголию уже, на монгольскую сторону. Я так, знаете, так ни сном, ни духом, да, типа, почему бы нет? Пошли, и мы выходим, говорит, только паспорт, говорит, возьми. Я беру паспорт, мы идем. Подходим к КПП на выход в этот город. Я не помню, к сожалению, как назывался город, который на границе с Россией, вот на переходе этом. Значит, он был первый, дает паспорт, у него российский паспорт. Ему, да, все, хорошо, там, выходи. Я даю свой паспорт, и я смотрю, пограничник этот монгольский меняется в лице. Он становится еще желтее. Я не понимаю, что происходит, этот мужик не понимает, что происходит. И монгол что-то там начинает на ломаном жестком каком-то языке, что-то там мне втирать, что-то я нарушаю. Он начинает по рации, во-первых, сразу же что чи-чи-чи-чи, там тыры-тыры-тэ-тэ. Прибегает старший. Кое-как он там несколько слов там по-русски что-то говорил. Он говорит, куда ты, типа, ты хочешь, типа, нарушить, короче, границу? Я говорю, какую границу, что вы бредите? Ты, типа, белорус, тебе виза надо, типа, как ты сюда попал вообще, типа? То есть у них паника вообще, как я сюда попал. Он такой, ладно, все, идем там разбираться куда-то. Короче, меня уводят. Меня ведут в здание какое-то, на 2-й этаж, как помню сейчас. Короче, ведут меня в кабинет главного. Я захожу, и там вот я такое видел там в фильмах каких-нибудь там японских, да, там сидит такой мордатый такой, молодой, такая стрижка вот типичная. На стене висит такой огромный, такой с лампасами китель какой-то, не китель, а этот, как его, пальто такое в азиатском вот это вот стиле. И он начинает меня просто тупо грузить что-то. Начинаю херачить, я вообще не понимаю, что они от меня хотят, что они пытаются. Короче, я понимаю, что меня хотят повесить на меня, как будто чуть ли не я теракт хотел совершить у них на границе. Незаконно хотел пересечь границу, на фуре хотел ее переехать или что я хотел сделать. И тут что-то, я уже так начинаю соображать потихоньку. Он грузит меня дальше. И как бы он затыкается, и я начинаю в ответку. То есть, что? Я говорю, я заехал, здесь не было никого вообще. У меня мне не у кого было что-то спросить. Где ваши там сотрудники, где так далее. Я откуда знаю, я говорю, здесь первый раз. И он такой, хопа, такой, что, типа, никого не было? Он на этого там, этот, хоп, второй, который помощник, убегает куда-то. Приводит девчонку такую молодую, в форме. И он ей что-то начинает там, тра-та-та-та-та. Короче, он ее жестко просто начинает отчитывать. И я догоняю в этом процессе, что вообще происходит в этом кабинете, что она должна была там стоять, но ее не было. Куда-то она там решила сходить, непонятно куда. И я въехал как бы на территорию. Хотя я не должен был туда въехать. Легкий, конечно, я продолжаю испытывать шок. Но этот, значит, главный, ихний офицер, резко меняет ко мне тон, начинает извиняться, что вот так и так, все там, окей, короче. И дает указания своему помощнику там. Что-то там ему рассказывает. На монгольском они все разговаривают, я ничего не понимаю.
Он такой, все, спасибо, пожал руку мне, все, давай, пока. И меня ну, пошли, типа, со мной. В общем, меня помощник повел на первый этаж, где была куча там людей, ну, то есть, которые были обычные гражданские люди на легковых автомобилях, пешком. Они там оформлялись. Он меня провел без очереди по оформлениям, которые именно отвечали за вот это вот пересечение. То есть, мы сходили, взяли документы на тягач, на прицеп, без очереди. И то, что уже было закрыто, неважно. Мне все это сделали. И поставили мне визу даже, то есть тоже без очереди, просто все это мы прошли, сделали, не поставили визу, он говорит, все, теперь ты можешь идти на все 4 стороны. А по поводу таможни, то завтра, там, в 8 утра я приду сам, заберу документы и все там. Да, так и было, что никуда не нужно было ходить, он пришел, забрал документы и принес их нам обратно, и все, я мог выехать уже с этого терминала. Единственное, что оставалось, это... Когда уже въедешь в Монголию, нужно было купить страховки там на прицеп, на тягач, там какие-то там, что-то оплатить. В общем, я уже точно это не помню. Помню, что-то нужно было. Я это все сделал, я все купил, и все, я выдвинулся в сторону Улан-Батора. Второй, получается, съемочный день у меня одного видео. Так вот, если мне память не изменяет, от границы до столицы Монголии выходит, по-моему, что 250 километров. Успешная прямая дорога, асфальтированная. Да, на тот момент еще не было никакого ремонта, никакого объезда не было. То есть просто едешь по одной единственной асфальтированной дороге в направлении столицы. Значит, в чем загвоздка? У меня был адрес, куда мне нужно было приехать. Но мне с этим адресом делать нечего было, потому что на навигаторе Монголии в принципе у меня не было. Может быть, она и была, я не помню, но была только сама страна. То есть и город, возможно. Ну, я точно не помню. В общем, суть в чем, что интернета у меня, естественно, монгольского не было. Навигации у меня не было, чтобы точный адрес найти. То есть нужно было принимать какое-то решение. Да, мне точнее давался контактный номер, на который я звонил, и мне никто не поднимал трубку. Что ж. Я подъезжаю к городу самому, никто не поднимает, думаю, надо что-то делать. Смотрю, стоят какие-то таксисты, бомбилы обычные. Я подошел к ним, с горем пополам объяснился, показал адрес, и мне за $10 согласились помочь. В общем, ведет меня этот таксист объездной дорогой, где разрешено грузовикам ехать. И ведет на эту таможню. Таможня находилась там как-то, насколько я помню, почти в центре города. И все, значит, до того, как я уже приехал по этому адресу, где-то за минуты 3 мне звонит этот контакт, которого у меня был номер, который должен был мне помочь сориентироваться, как мне доехать до этой таможни. И все, он уже стоял, встречал меня. Получалось, я приехал в пятницу вечером на саму эту таможню в Улан-Баторе. Значит, как выяснялось, мне там же нужно было выгружаться, но выходные были, и всеми таможенными процедурами занялись бы только с понедельника. В общем, я зависаю на все выходные. В субботу меня сводили, покормили в их там какой-то, местная, как столовая, типа у них была местной едой. Значит, все, меня поставили на территории. На территории был туалет очень крутой, с дыркой в земле. Вот. То есть на этом условия закончились. Но был рядом город, можно было найти там, естественно, в какой-то кафешке туалет и так далее. Что ж, наступает понедельник, какие таможенные там процедуры не произошли, уже наступает вторник. В чем суть? 18 у меня там разных клиентов в этом прицепе. И какую-то позицию растамаживают, приезжают эти клиенты, начинают это доставать. В общем, я просто открыл сторону всю и за этим наблюдал 3 дня, вплоть до среды. В общем, 2 дня меня они там выгружали по этим коробкам. Как выяснилось, в грузе были повреждения. Там намокли какие-то шмотки. Но у меня был дрявый тент, я об этом сообщал диспетчерам, то есть здесь ко мне претензий никаких не должно было быть. Им главное было загрузить этот прицеп, поэтому было плевать, что там где-то какие-то дырки или еще что-то.
В общем, там намокли какие-то шмотки. Мотоцикл я вез, там отломано было зеркало. Я не знаю, это было при погрузке или это в процессе перевозки. Ну, ребят, 8000 километров и не автобанов. То есть, вы знаете, да, Россия, Байкалка, там все по-серьезному. Там дороги суперские просто. Вот, поэтому все это могло происходить. Но на это груз весь был застрахован, и ко мне это никак не относилось. Значит, за эти все дни, пока я был, я немножко прогулялся, посмотрел что-то. Тоже есть центральная площадь, очень, очень красивая. Побывал на рынке монгольском, самом главном, то есть куда все ездят затариваться. Водку местную их не попробовал, называлась она Чингисхан. Да. Ну, в общем, нормально я провел время. Все, меня разгрузили полностью. И да, еще что добавлю, все дни, вот эти понедельник, вторник, среда, это как бы были рабочий день. Да, и на этой же самой таможне, где я стоял, то есть меня там и выгружали, мне не надо было уже никуда ехать. И вот эти 3 дня, понедельник, вторник, среда, моя машина Magnum был как экспонат. То есть, ну, они не видели такого там, или там, может быть, там редко где-то встречается. То есть, потому что у них автопарк, который внутри страны грузовой, легковой, он просто кардинально отличается вообще от внешнего мира. То есть, какие-то непонятные модели машин вообще, то есть, мне неизвестные даже. Так же, как и грузовиков. То есть, и грузовики все там без спальников, естественно. То есть, маленькие такие кабинки, все. То есть такого вот сидельный европейский тягач у них такого не было. И тем более Magnum, так как он весь выглядит, ну, нестандартно, вот, он очень привлекал, конечно, внимание местных этих работяг, которые там работали на территории этого терминала. Все, в среду вечером меня только выпускают, мне выпало ехать в ночь обратно в сторону России. Ехал я, естественно, пустой. Пустым мне нужно было ехать целых около 4000 километров. В общем, мне нужно было ехать из Улан-Батора в этот же самый славный город Серов, где всегда мы грузились металлом. Пустым. Прикиньте, да? Так же самое, никаких там сроков особых не было. Просто едь и едь. Значит, ехал я ночью по территории Монголии, и у меня глаза чуть не выпрыгнули просто с орбит. В чем суть? Когда ты едет тебе навстречу машина, она просто тебе начинает моргать дальним светом. И это не то, что там что-то, ты там дальний свет у тебя горит. И нет, то есть дальний свет никого не горит, просто едут все и друг другу фигачат дальним светом. Это традиция в Монголии. Типа, чтобы водитель за рулем там бодрствовал, так сказать, да, и не засыпал. И я вот от этих 250 километров, реально у меня просто вот такие вот шары были на выкат от этого всего моргания дальним светом. Ко всему к этому местные коровы, кони там какие-то, они ходили по дорогам, кто-то спал на дороге. Ну, в общем, интересно было очень ехать. Ну все, значит, границу я прошел без всяких проблем, я пустой выезжал, что там ее проходить. И выдвинулся в сторону уже этого Серова. Какой-то там по счету день наступал, я уже не помню. Было начало мая, точно помню. Проехал я город Красноярск, и где-то там в районе него знаки начинаются, что транспортный пункт. Я напомню, у меня рации не было. И раннее утро такое было, что ни машин, никого вообще нету. Но висят знаки, все действующее, снижение скорости, потом все, съезд на транспортный пункт. Ну и я, как дурачок, поперся на этот транспортный пункт. Когда я уже туда заехал, свернул, на весы заезжаю, я понимаю, что нету никого, просто не души. Ну и да ладно. Проезжаю эти весы, и я вижу, что съезд с весов просто жесткий, вот такой вот, просто съезд с весов. Я думаю, что это вообще за дичь такая? Ну, я так аккуратненько как бы сползаю, передними колесами сполз, задними колесами так сполз аккуратно, прицепом съехал, ну и поехал. Ну, как-то ни о чем не задумываясь. Выехал с этих весов, там буквально километр, была такая стояночка, напротив кафешка, думаю, остановлюсь, надо было паузу сделать. И останавливаюсь, такой выпрыгиваю, так подтягиваюсь, солнышко светит. И я просто вижу, у меня фонтан фигачит из-под машины. Этот фонтан был масляный. В общем, я пробил масляный поддон на этих весах. Короче, давай разбираться. Естественно, это какие-то там уже выходные опять были. Деньги мне на ремонт перешлют только в понедельник. А это была, по-моему, это суббота была. То есть вот я в среду вечером выехал, и вот сколько-то я там ехал дней до этого Красноярска. В чем суть? Сливная пробка масла
И просто вот как вот туда я пробил вот эту вот пробку, дырку сделал. Чем там она сделалась, я не знаю. То есть, в чем я допустил ошибку, нужно было мне поднять подушки. У меня ж Magnum был на всех подушках. Я мог передние подушки поднять, и тогда бы я успешно съехал бы с этих весов. Но я не думал, что я вообще цепану. В принципе, съезжалось нормально. Да, конечно же, вопрос вообще, какого хрена там такие весы. То есть, по факту, они, я так понял, не рабочие были. И вот с этим вот, то есть предупреждающих каких-то знаков, что там нельзя не ехать, не заезжайте там на весы или что-то. То есть нету, висели знаки наоборот, заезжайте, типа, welcome. Ну вот, и в итоге вот такая вот фигня там, да. Ну это нормально, это реалии России, то есть такие. Все, в понедельник с деньгами я выдвигаюсь в ближайший город, там 10 километров было. Туда я шел пешком. Назад я взял эти канистры с маслом. Значит, совет мне дали механики замазать это все холодной сваркой, чтобы доехать до базы. На тот момент мне выходило, наверное, сколько? 1006, наверное. То есть до Серова еще 2 оставалось там. Ну, плюс-минус я тогда навскидку. И от Серова еще 4000 до Беларуси. Ну, я просто делал все, что мне скажут. Замазать с холодной сваркой, значит, замазать с холодной сваркой. Я замазываю холодной сваркой в 2 слоя, чтобы железно было. Ну, вроде все нормально. Заливаю масло, ничего, завел машину. Заглушил, завел, заглушил, ничего, все нормально, все хорошо. Все, выдвинулся я дальше в сторону Серова. В Серов я попал, было 9 мая, там несколько дней гуляний, опять выходные. И потом я загрузился металлом. Все нормально. По осям, все по прицеп, все по весам, все было хорошо. И к чему я это? Потому что было это последнее приключение, которое будет в моем рассказе. Не приключение, а такой опыт, наверное, так сказать. В общем, дело было в Татарстане, город Казань, на объездной. С объездной мне нужно было съехать, какие-то там у кого-то перехватить документы, в общем, перевести их на базу. Я съехал с этой объездной, я не помню, какой там район, какая там дорога, то есть просто сам факт. Я еду, дорога, ночь уже, транспортники тормозят, весы стоят такие выкидные, прогоняют меня по каждой оси по этим весам. Что получается? Перегруз на прицепе, на 3 оси у меня перегруз. Я думаю, ну как он может быть, не было у меня никакого перегруза. Я давай сам перемерять. Я не понимаю, как это так. То есть я давай среди ночи, ну там такой, сколько часов, 11 может быть, 12 было, я не помню. Давай звонить главному диспетчеру, рассказывать, что вот так и так, все, сейчас меряют, у меня перегруз. То есть на загрузку у меня не было перегруза, у меня там были по дороге транспортники, меня это самое по весам прогоняли, все нормально. Здесь у меня перегруз. Что делать? В общем, какие-то пытались махинации что-то пропускать, поругаться, то есть нет. Эти стоят на своем. Все, меня типа, мол, оставляют здесь. Если мне не нравятся эти ихние весы, нужно ждать было там какого-то дня, то есть опять я попадаю в какие-то выходные, что мне опять нужно несколько дней ждать, чтобы там приехать, значит, в их главный этот пункт, который в Казани, да, транспортный, и там на контрольных весах взвешиваться. В общем, ну, назревает проблема. Груз, значит, идет в Европу этот металл, то есть они все были такие спешные грузы. Решение, ну, платим штраф, а мы типа потом, фирма, то есть мне говорит, что плати штраф, мы этот штраф на тебя не вешаем, то есть все, с меня ответственность спадает. Но другая фишка, что у меня нету денег. Вот. И, значит, мне нужно ехать к этому водителю, к которому я ехал за документами, взять эти деньги, привезти, отдать их. Как ехать? Они говорят, мы прицеп не отдаем, расцепляйся, типа, едь на голове. Ну, хорошо, я расцепился, поехал на голове, взял у него деньги, документы эти, возвращаюсь обратно. И я возвращаюсь обратно, до меня только тогда доходит, я смотрю, что дорога-то идет вверх, где их весы стоят. То есть, понимаете, какие они хитрые? Они весы выкинули в подъеме. У тебя, естественно, будет перегруз на задние, на задние мосты. Ну, мне было плевать уже на это. Я сфоткал эту вот как бы картину. То вот было с ракурса, которого, как я ехал, было четко видно, как это все вот происходит. Чтобы передать потом своим. Все, значит, я зацепляю прицеп, отдаю им бабки 250, по-моему, долларов, короче. Это было. Типа штраф. Ну, понятное дело, что это на лапу все это было. Никуда оно там не шло ни в какие.
доходы государства ихнего татарского. Вот. Все, я выезжаю, потом еще в каком-то месте транспортный пункт был, и я заехал на контрольные весы. Я прошел по этим весам, у меня было все хорошо. Мне дали бумажки, что вот ось такая-то, столько-то, столько-то, столько-то. И те же, тоже они мне дали бумажки, что у меня перевес, все, протокол они там свой какой-то нашкрябали. Вот. Ну и все, я не знаю, как там дальше фирма выясняла, подавала на них в суд, не подавала. В общем, я думаю, никто ничего не подавал, это так и прошло, как на взятку, да и все. Вот. Мне это было уже плевать, с меня эти деньги не были высчитаны. И это главное было для меня, перестраховаться. Все, значит, я добрался до Белоруссии. Наступает время расчета. И рейс у меня продлился почти ровно месяц. И там плюс-минус один день туда-сюда, я точно не помню. То есть месяц этот был у меня... Я выехал из Белоруссии в Германию, из Германии в Монголию, из Монголии в Беларусь. У меня получился месяц. Расстояние я преодолел за месяц. 18 тысяч километров. Ну, потому что, естественно, назад я уже шел по черному с этим металлом. Значит, наступает расчет. Все мне там это самое рассказали, показали. И на руках у меня остается 800 евро за месяц. И тогда я понимаю, что работать дальше я не собираюсь в белорусских, не в белорусских, точнее, не в российских компаниях, потому что это не зарплата. Да, у меня были расходы в рейсе, там я что-то покупал, там, естественно, где-то что-то там питался, то есть, ну, расходы такие стандартные. Ну, пускай с этими расходами, ну, у меня за месяц вышло, ну, 1300 евро, ну, это максимум. Но это все равно не зарплата за Монголию, извините, то есть я не в Польшу съездил, соседнюю там херней прозанимался, а возьмите, съездите туда и обратно. Границы, пересечения и все остальное. Перед тем, как приехать на базу, я, перестраховываясь, пошел, оформился у страховщиков, мне подписали все документы, что та ситуация с маслом, это не моя проблема, то есть, ну, не моя вина. Вот. Мне все это подписали, все четко, значит. И после того, как я получаю расчет, я понимаю, ну, то есть это проходит там неделя, где-то сроки. Я понимаю, что я работать дальше не собираюсь, и нужно искать будет что-то в Европе. Месяц был уже июнь. Наступил июнь. Я приехал увольняться. Мне дают там кучу каких-то бумаг, там обходной лист, там обходной, проходной, короче, ну, вот этот бред какой-то, вот просто вот этот, формальности эти все. Значит, я иду туда, значит, пункт у меня такой, механик опять. К механику я захожу этому, он там начинает что-то в компьютере там лазить и такой заявляет мне, вот, прикиньте, да, уровень наглости какой, заявляет, что я должен компании 400 евро, типа за этот поддон. Но я-то знаю, что я подписал документы страховые, тем более, даже если бы я их не подписал, меня рассчитали. Чувак, иди нахрен просто со своими 400 евро. То есть я так, в принципе, примерно и сказал, только без нахрен. Говорю, слушай, мне вообще плевать на этот обходной. У меня подписаны страховые документы. Говорю, что ты мне здесь лепишь? Я говорю, не могу ничего вообще не подписывать, собраться уйти. В общем, он понял, что не получится меня развести на 400 евро этих непонятных. И говорит, выйди, типа, подожди за дверью, я позову. Ну и ничего не произошло интересного, он меня позвал, подписал мне молча документы, отдал их, и таков я и был в этой компании. То есть все, вот они, вышло у меня 8 месяцев этой первой моей работы. Это все 8 месяцев, это была одна сплошная, я для себя так сделал вывод, что это была одна сплошная школа. Очень много я всего сразу же понял, отношения с руководством, там, со всеми, вот, потому что многое чего я видел, то, что мне вообще просто, мне это не нравилось, и я не собирался никогда так поступать. Пример какой? Например, водители носили в офисы
кофе, шоколадки, там конфеты, механикам там бухло, еще что-то. Лишь бы залезать очко, чтобы им там дали хороший рейс, быстро обслужили машину. Я на это смотрел все, мне честно хотелось блевать от этого всего. Я сразу вот для себя понял и ограничил в том, что в фирмах транспорта главный не логист, не диспетчер, не директор, а водитель. Они должны работать на водителя, не водитель на них. Потому что водитель — это ключевое звено. И каждый выполняет свою работу. Я выполняю свою работу, логист, диспетчер, там по-разному эти все названия. Директор, бухгалтер, они выполняют свою должность. Почему кто-то кому-то должен за что-то там заносить? То есть, вот это вот блядство вот этого Советского Союза еще пришло, которое в наших этих компаниях. И оно происходит там до сих пор. И люди с этой вот херней приходят в европейские компании и начинают такой же херней страдать. То есть я это вообще просто не приветствую категорически, всегда всем в глаза за это выскажу. С радостью просто. Все. Следующая история у меня началась спустя полгода, когда я начал трудоустройство в европейскую уже компанию. То есть, европейская в кавычках, это был Крейс, который располагается в Латвии. Но это совсем другая история. Тоже было очень много всего там интересного. И сам путь туда трудоустройства тоже был не из легких. В заключение еще что хочу сказать, что сейчас, в современное время, 22-23 год, молодым водителям не нужно заниматься такой херней, которой занимался я. Идти. Камера выключилась хорошо вовремя. Я уже заканчиваю. В общем, не нужно им заниматься этой всей херней. Сейчас все проще. Просто какую-то нужно сумму подсобирать денег там разную, да, зависит, какие у вас есть документы на руках. И вы прямиком идете в европейскую компанию. Тогда это было гораздо сложнее. В Европу не брали на работу. То есть, какая Европа? Прибалтика. То есть Литва, Латвия, там Эстония, Польша. Это все страны, в которые ломились белорусы. И сложно было туда. То есть я не знаю, как на тот момент можно было туда попасть напрямую вообще без опыта, например. Поэтому сейчас, конечно же, гораздо все проще. И не нужно ничего бояться, смело просто идти. Если вам нравится это, идите и делайте. Но я, в свою очередь, получил, конечно же, на долгие годы очень хорошую школу, потому что с тех пор у меня не было всех ни косяков, у меня ни одного не было штрафа за режим труда и отдыха, у меня не было штрафов там за перевесы какие-то и так далее, которые я получал на первых порах в России. Также меня никто нигде никогда не развел на бабки там. Хотя я потом, когда я работал в Крейсе, были такие возможности, и болгары там, и румыны там пытались там на чай, там на кофе, попрошайки никто ни хрена никогда не получал. И так же самое, никого я нигде не ублажал, никому не носил ни кофе, ни чаи, чтобы мне там рейс дали какой-то хороший. Да плевать я хотел, какой мне там рейс дадут. Дали рейс, я поехал, сел, все. Так что такие дела. Что ж, долго вышло видео. И если наберет оно хороший отклик, лайки, и будут комментарии нормальные, и если вы хотите продолжение, то пишите, конечно же, я буду видеть это все, смотреть, и на основании этого либо сделаю второе видео, в котором я расскажу про весь путь, который я прошел в Крейсе, по каким странам я ездил, в каких вообще направлениях. Этого всего все было насыщенно очень быстро и насыщенно там все у меня происходило. Пишите, я сделаю такое видео. Не менее, я думаю, короткое оно получится. С вами был Федор и канал Tracker in Scandinavia. До новых встреч, всем пока.